Иногда мне кажется, что я не только преподаватель русского языка, но еще и психолог, который помогает справиться со стрессом, который получают люди, которые учат русскую грамматику. Я хочу, чтобы вы знали, что у меня тоже есть вопросы к русской грамматике, у меня тоже есть свои претензии к русской грамматике, и мы с вами в одной лодке. В этом видео сегодня я хочу рассказать о том, что я думаю могло бы быть по-другому в русском языке, и если честно, я думаю, что никто бы не расстроился, если бы это было по-другому в русском языке. Если вы еще не знаете эту концепцию, о которой я буду говорить, то, добро пожаловать! Вы это будете учить скоро. Но у нас в русском языке есть такая пословица, есть такая фраза: «Кто предупрежден, тот вооружен». Значит, если вы знаете заранее о какой-то проблеме, о какой-то опасности, то значит, что вы к ней готовы. Поэтому давайте будем готовы. И вот 5 вещей, которые, я думаю, в русском языке могли бы быть по-другому. Начнем, наверное, с моей любимой нелогичности. Это виды глаголов. Но нет, мне нравится эта концепция, что есть глаголы, которые показывают процесс, есть глаголы, которые акцентируются на результате, но мне кажется не очень логичной эта система будущего времени. О чем я говорю? Есть глаголы, давайте возьмем: любить, знать, думать, и полюбить, узнать, подумать. Хорошо. Если мы говорим про прошедшее время, формы выглядят прекрасно. Я любил, я полюбил, я знал, я узнал, я думал, я подумал. Все супер. Смотрим настоящее время. Логично, что у глаголов совершенного вида у них нет формы настоящего времени. Хорошо, без проблем. У нас есть только люблю, знаю, думаю. Но теперь, когда мы смотрим в будущее, то формы несовершенного вида выглядят прекрасно. Я буду любить, я буду знать, я буду думать. Но когда мы говорим про будущее и с глаголами совершенного вида, то почему-то мы используем формы настоящего времени. Полюблю, узнаю, подумаю. Вам не кажется, что можно немного доработать этот момент, чтобы он был немного более логичным? Кстати, если у вас есть какая-то идея, что вы тоже не понимаете, что вам кажется очень нелогичным, то напишите в комментариях. Мы посмеемся вместе. Номер 2. Про 2 любимые темы у иностранцев, которые изучают русский язык. Это числительное и это падежи. Если мы объединим эти темы, то я считаю очень нелогичным то, что с числом 1 у нас именительный падеж, 2, 3, 4 родительный падеж единственного числа, и все, что больше, это родительный падеж множественное число. Я понимаю, как это сложилось исторически. Я понимаю, какая эволюция, я понимаю, какой процесс стоит за этим. Если хотите полное видео, почему это так, то скажите мне. Сейчас быстро я скажу только, что здесь есть 2 исторических процесса. Во-первых, раньше было двойственное число, то есть раньше было единственное число, один предмет, множественное число, как сейчас, когда много предметов, и еще было двойственное число, когда только 2 предмета. И в этом даже есть логика, потому что очень много вещей в парах. 2 руки, 2 глаза, 2 ноги. И это двойственное число перешло на 2, 3, 4. И вторая причина, второй исторический процесс, что числительное вообще это очень молодая часть речи. И раньше это было или существительным, или прилагательным. Например, сравните 10 книг, коробка книг, сумка книг, магазин книг. Поэтому я понимаю логику, я понимаю, почему так получилось.
Но мне кажется, что в современном мире мы готовы к реформам. Еще третий пункт. Я думаю, что мы готовы к реформам в окончаниях родительного падежа множественного числа. Что бы вы ни думали, что это проблема только для изучающих русский язык иностранцев, это еще и проблема для школьников, которые говорят по-русски, которые сдают экзамен по русскому языку, а это обязательный экзамен. И в этом экзамене есть вопросы, специальные вопросы, которые проверяют, как хорошо дети, школьники знают это правило, знают эти окончания. Как сказать, апельсин или апельсинов, носок или носков, джинс или джинсов, туфлей, туфлей или туфель, сапогов или сапог. Я думаю, что вы уже поняли мой месседж. Если бы я могла реформировать это правило, я бы сказала, что давайте просто уберем все окончания. Нет окончаний, нет проблем. Или нет окончаний и нет проблемов. 4 пункт. Как же так сказать? Вы все знаете падежи. В русском языке 6 падежей. Падежов, падеж. Я знаю, я шучу. 6 падежей. Конечно, это не немецкий язык, где только 4 падежа. Но, знаете, это и не венгерский язык или другие языки, в которых просто 16-20 падежей. 6 падежей нормально. Но когда вы только начинаете учить русский язык, вы сразу видите, что все работает не совсем так. Что есть слова, у которых есть другие окончания, которые по логике должны быть другими. Ну, например, одно из самых первых слов – это слово «дом». Уже сразу мы видим, что где – дома, но не в доме, или куда – домой, но не в дом. Окей, хорошо. В английском языке, например, ситуация такая же. Потом, следующая лексическая тема. Тоже предложный падеж. И тут появляется окончание «у», о котором мы говорили уже в позапрошлом видео, я думаю. Во рту, в носу, в глазу. И откуда здесь «у»? Это отголоски, это то, что было раньше, но сохранилось в небольшой группе в русском языке. Хорошо. Это всего около 160 слов. Учим русский дальше. Уровень B1, уровень B2. И здесь у нас начинается «хочу молоко» или «хочу молока». «Хочу чай» или «хочу чаю». Много снега, много снегу. И здесь можно использовать формы из разных падежей, но раньше это был отдельный падеж, который назывался разделительный падеж. Точнее, разделительный падеж, потому что мы говорили про какую-то часть. Хочу чаю или хочу чай. Чай вообще, чаю, я выпью чашку чаю, немного. Или, например, я хочу воду или я хочу воды. Хочу молоко вообще и хочу молока 1 стакан сейчас. И я еще не говорю про те формы, которые просто остались в современном русском языке, которые пришли к нам из древнерусского, из старославянского языка. Ну, например, 2 слова, которые я очень часто говорю, это «Боже мой» или «Господи». И если мы посмотрим на всю таблицу изменения по падежам, то формы «Боже» и формы «Господи» там не будет. Или будет, но там будет написано, что это форма звательного падежа, которого сейчас в русском языке нет. Когда я работаю со студентами высоких уровней, и мы с ними начинаем обсуждать вот все эти нюансы, то, конечно, я могу им сказать то, что я сказала вам сейчас. И обычно я это им и говорю. Но мне все равно их по-человечески жаль. И последнее, что я хотела сказать, мне кажется немного нелогичным, немного странным, что у нас есть одновременно и себя, и ся. Можно же выбрать что-то одно. Ну, например, мы можем сказать «обманули себя» и «обманулись». Это синонимы.
или сдержать себя и сдержаться. Но, например, если я говорю краситься, делать макияж, то я не могу сказать красить себя. Это звучит немного странно. Расчесывать себя тоже звучит странновато. Но в любом случае, мы, по крайней мере, не говорим чистить свои зубы, как в английском языке. Вот это я считаю очень странно. А чьи еще? Зачем об этом вообще говорить? Друзья, когда я готовила это видео, конечно, я написала список вещей, которые я люблю в русском языке, которые мне нравятся в русском языке, даже если они немного нелогичные, но мне не нравятся. Если вы хотите такое видео, то напишите, пожалуйста, и я его сделаю. И напишите, пожалуйста, что вы считаете нелогичным, и вам это не нравится в русском языке. В общем, я вас жду в комментариях, и увидимся очень-очень скоро. Все, всем пока!